голод. Заключенные настолько страдали от истощения, что, само собой, в центре тех примитивных влечений, которым регрессировала душевная жизнь в лагере, находилась у них потребность в пище. Понаблюдаем за группой заключенных в тот редкий момент, когда бдительность надзирателей немного ослабла, и можно перекинуться парой слов. Они немедленно заговорят о еде. Кто-то станет расспрашивать стоящего рядом, какие у него были любимые блюда. Затем они начнут обмениваться рецептами блюд и составлять меню тех праздничных обедов, на которые они пригласят друг друга, когда освободятся и вернутся домой. И они буквально не смогут остановиться до тех пор, пока один из заключенных, тот, кому это поручено, не возвестит чаще шифром, например, выкриком какой-нибудь цифры «конвоир идет». Сам я считал эти бесконечные, навязчивые разговоры о еде, мы называли их желудочным анонизмом, нежелательными. Не стоит провоцировать организм, кое-как, пусть хоть наполовину приспособившийся к крайне скудному рациону, и дразнить его столь интенсивным и эмоциональным воображением всяких лакомств. Мнение, будто это может дать хоть минутное облегчение, пустая иллюзия, в физиологическом смысле даже небезопасная. В последнее время наше ежедневное питание состояло из миски водянистого супа и маленького кусочка хлеба. К этому прилагалась так называемая добавка, или 20 граммов маргарина, или ломтик скверной колбасы, или ложка жидкого повидла, или маленький кусочек сыра. По калорийности этого было, разумеется, совершенно недостаточно, особенно с учетом тяжелой физической работы, постоянного пребывания на холоде и никуда не годной одежды. Больным, которые на короткое время получали право оставаться в бараке, не выходя на работу, приходилось еще хуже. Мы могли наблюдать, как организм постепенно пожирает сам себя. Когда исчезал последний жир в подкожной клетчатке, когда не оставалось мускулов, мы становились похожи на скелеты, обтянутые кожей и обвешанные каким-то тряпьем. Организм терял собственные белки, а вместе с ним исчезала мускулатура. У тела больше не оставалось защитных сил. То один, то другой умирал. Каждый мог достаточно точно вычислить, кто будет следующим и когда придет его собственный черед. Ведь многократные наблюдения давали более чем достаточно представлений о симптомах приближающегося конца. Этот долго не протянет. Этот следующий, перешептывались мы. И когда вечером, ложась спать, мы раздевались, каждый, видя себя обнаженным, думал одно и то же. В сущности, это тело, мое тело, уже труп. Чем еще был каждый из нас? Частичкой большой массы жалкой человеческой плоти. Плоти, насильно помещенной за колючую проволоку, загнанной в землянки. Плоти, определенный процент, который ежедневно начинал гнить, потому что становился уже безжизненным. Мы уже говорили выше о навязчивом характере мыслей о еде или об отдельных любимых блюдах. Мыслей, которые лезли в голову заключенных часто, как только в сознании освобождалось место для них. Понятно поэтому, что лучшие из нас тосковали о времени, когда они смогут нормально питаться не ради этой вкусной еды, а ради того, чтобы избавиться от недостойного человека состояния, когда невозможно думать ни о чем, кроме еды. Кто не голодал сам, тот не сможет представить себе, какие внутренние конфликты, какое напряжение воли испытывает человек в этом состоянии. Он не поймет, не ощутит, каково это, стоя в котловане,
долбить киркой неподатливую землю, все время прислушиваясь, не загудит ли сирена, возвещающая 9:30, а затем 10. Ждать этого получасового обеденного перерыва. Неотступно думать, выдадут ли хлеб. Без конца спрашивать у бригадира, если он не злой, и у проходящих мимо гражданских, который час. И распухшими, не гнущимися от холода пальцами то и дело ощупывать в кармане кусочек хлеба, отламывать крошку, подносить ее ко рту и судорожно класть обратно. Ведь утром я дал себе клятвенное обещание дотерпеть до обеда. Мы были способны бесконечно дебатировать о том, как разумнее использовать свой мизерный хлебный рацион. Создались две большие партии. Одна считала, что полученную дневную порцию надо съесть сразу же, целиком. И они выдвигали в пользу такого суждения два довода. Во-первых, хоть раз в сутки можно ненадолго приглушить голод. Во-вторых, это гарантирует, что хлеб не будет украден или каким-нибудь образом потерян. Вторые считали, что съедать весь хлеб сразу не надо. И у них тоже были доводы в пользу такого мнения. Что касается меня, то я в конце концов примкнул ко второй группе, но мотивы у меня были свои. Самым мучительным моментом из всех 24 часов лагерных суток был для меня момент пробуждения. 3 пронзительных свистка, командовавших подъем, еще почти ночью безжалостно вырывали нас из сна. И наступала минута, когда надо было начинать борьбу с сырыми, съежившимися за ночь ботинками, не налезавшими на распухшие, израненные ноги. Когда кругом слышались охи и стоны. Когда приходилось видеть, что сильный когда-то мужчина, плача как ребенок, с неналезающими на ноги ботинками в руках, босиком выбегает на заснеженный плац. Вот тогда я и хватался за слабое утешение в виде сэкономленного, хранимого с вечера в кармане кусочка хлеба. Я жевал и сосал его, и, отдаваясь этому ощущению, хоть чуть-чуть отвлекался от ужаса происходящего.